Вы что? Вы пропустили, как мы готовили шашлык по-индийски из курятины? Вы пропустили, как я отделил бедрышки и шкуру для люля-кебаб? Ничего страшного. Посмотрите этот фрагмент из нашей прошлой программы. Но вообще, не мешало бы, конечно, посмотреть, как готовят шашлык индийцы из курятины. Как и чем они маринуют мясо. Сейчас я собрался приготовить куриный люля-кебаб. Для куриного люля-кебаба птицу достаточно пропустить через крупную мясорубку. Но я совсем не случайно отделил шкуру, потому что шкуру придется пропускать 2 раза. Один раз через крупную решетку, а во второй раз через мелкую решетку, чтобы от шкуры осталась, можно сказать, одна эмульсия. Потому что курятина довольно сухое, нежирное мясо. А люля-кебаб — это, как ни крути, достаточно жирный шашлык. Не будет там жира, будет невкусно. Знаете, возможно, вам не понравится эта идея, но в Азербайджане люля-кебаб из курятины готовят с добавлением курдючного жира. Но что поделать, барашков столько же примерно, сколько кур. У каждого есть курдюк. Курдюк девать некуда, а курятине жира не хватает. Вот барашек и делится своим курдюком с цыпленком. И в итоге получается очень вкусно и очень хорошо. Ну, как я уже сказал, я предполагаю, что эта идея далеко не всем понравится. Что поделать? Бывают люди достаточно капризные, но их тоже надо учить кулинарии. Итак, курдюк не любите? Ну ладно, ничего страшного. Нам больше достанется. А теперь пропускаем шкуру, только куриную шкуру. Отдельно. Потому что, как я уже сказал, ее придется пропустить через мясорубку дважды. Я в одном очень распальцованном магазине видел, что куриную грудку и ту продают без шкуры. Типа это диетическое. Где они набрались этого? От кого они наслушались? Меня слушайте. Без шкуры курятина невкусна. Очень много вкуса и особенно аромата именно в шкуре. Они начинают, мол, там в шкуре накапливаются вредные вещества. Да мы живем давным-давно среди этих вредных веществ. Да мы питаемся давным-давно не самой полезной пищей. И если кто-то думает, что вот раньше, когда-то там вся пища была исключительно полезной, то могу вам сказать, что это не так. Продолжительность жизни растет, а следовательно, питание сейчас может быть даже в чем-то лучше. По крайней мере, его достаточно. И это тоже очень важно. Чтобы питания было достаточно. Когда-то, даже в Москве, ну а все-таки снабжение в Москве, давайте честно скажем друг другу, отличалось немного от снабжения в Советском Союзе в целом. Так вот, даже в Москве за самой обычной синеногой курятиной приходилось изрядно постоять в очереди. А уж венгерские куры, ну те, что были упакованы в целлофановый пакет, такая вакуумная упаковка, все запчасти внутри, это вообще был дефицит. А теперь надо сказать спасибо нашим птицеводам, потому что курятины в любом магазине сколько хочешь, и вот тебе грудки продают отдельно, ножки продают отдельно, бедрышки, мякоть продают отдельно, хочешь на косточки отдельно. Не продают только шкуру. Куда они ее девают? Не знаете случайно? Вас никогда не удивляло, почему сосиски дешевле самой курятины? Написано сосиски из курятины. А сосиски стоят в итоге дешевле, чем курятина. Да вот, из шкуры и из всяких обрывков мяса сделаны те сосиски. Потому-то они такие вкусные. Ну там, конечно, еще кое-чего добавляют. Добавляют для запаха. Добавляют кое-чего для того, чтобы дети к этой дряни привыкали. Добавляют кое-чего для цвета. Одним словом, химики работают. Пищевые химики. Любая наука должна служить на пользу человечеству. А пищевая химия — продажная девка современной буржуазии. Пищевая химия сплошь работает не на то, чтобы улучшить нашу жизнь. Она работает на то, чтобы... Простите за выражение, мы сейчас еду готовим. Но я скажу по-русски. Чтобы из говна сделать конфетку. И вот это неправильно.
когда тот же самый глутамат натрия используется для того, чтобы приготовить из хороших продуктов еще более вкусную еду, я не против. Но когда этот же самый глутамат натрия используется для того, чтобы из всякой дряни сделать конфетку, вот здесь я, ребята, против. 3 зубчика чеснока. Люля-кебаб-то у нас будет тоже индийский. Ну куда индийская кухня без чеснока? Разве такое бывает? Не бывает. И заодно этот чеснок поможет освободить шнек мясорубки. Ну вот и все. Наверное, там больше ничего не осталось. Мясорубку можно убирать и смешивать вот этот чудесный куриный фарш с вот с этой эмульсией из куриной шкуры. Не пугайтесь. Мы делаем все равно очень хорошую, очень качественную еду. И наш люля-кебаб будет отличаться от тех самых детских сосисок, ну просто как небо отличается от земли. Люля-кебаб полагается добавить лук. Вот лук через мясорубку не пропускайте ни в коем случае. Я вас умоляю. Только вот так, очень мелко порезанный лук. Вы пропустите его через мясорубку, получите луковый сок и луковый жмых. А сейчас у нас есть кубики лука, внутри которых капсула с соком. Когда люля-кебаб начнет нагреваться, сок начнет выделяться. Вот тут-то люля-кебаб и получит свою надлежащую сочность. Ох, и вкусно же это будет. Ох, и вкусно же это будет. Вкусно, особенно если вы правильно посолите фарш. У нас примерно 1,5 килограмма фарша. На каждый килограмм фарша положена вот такая ложка соли без верха. Этого достаточно. Этого достаточно для 1 килограмма. А для полукилограмма вот столько. В принципе, уже можно готовить. В принципе, уже будет вкусно. Но мы готовим по-индийски. И у нас должно быть экстра вкусно. И немножко остро. Это чили-перец. Чуть-чуть. Пол-столовой ложечки. Да никто почти что и не заметит. Может быть, если что-то заметят, то черный перец. Черный перец даст ощутимую жгучесть и непередаваемый шикарный аромат. Пол-столовой ложки черного перца. И еще куркума. Куркума в связи с тем, что все-таки здесь есть лук. Но это еще не все. Я возьму еще паприку. Потому что я хочу, чтобы этот шашлык был красным. Красным в том числе внутри. Вот так вот ложка, сверху даже еще пол-ложки. И все. И все. Перемешивайте, вымешивайте тщательно и убирайте в холодильник. Фарш для люля-кебаба должен остыть до 4 градусов, до 2 градусов. Ну, максимум это 6 градусов. На это в бытовом холодильнике, который охлаждает не слишком быстро, уйдет часов 6 или 8. Видели, эта эмульсия от шкуры ведет себя уже, примерно как майонез. Я недавно узнал, с возмущением огромным узнал о том, что некоторые кулинары добавляют в фарш майонез для сочности. Совсем куку. Больше нечего добавить. Майонез – это соус для холодных и горячих блюд. Но готовые блюда приправляются майонезом. Майонез не подлежит термической обработке. Сколько можно это повторять? 25 лет одно и то же. Одно и то же. Мне каждый раз приходится повторять одно и то же, как и то, что фарш для любого люля-кебаб следует вымешать очень хорошо до появления вот этих белковых нитей. А они здесь уже появились. Теперь фарш следует утрамбовать, распределить по гастроемкости и оставить его в холодильнике. Для того, чтобы он едва ли не подмерз. Вот такой фарш будет вести себя по-человечески, как положено. Будет и сочным, и хорошо держать форму. Ответственный момент, понимаешь ли. Нанизывать фарш на шампуры. Для того, чтобы получить люля-кебаб. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток
приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. Знаете, когда фарш с курдюком, все в порядке. Сегодня у нас фарш, можно сказать, экспериментальный. Вместо курдюка куриная шкура. Нет, фарш хороший. Хороший. Отличный фарш. Лепим из него котлету. Отхлопываем ее так, чтобы внутри нее не осталось воздуха. Так, чтобы на котлете не осталось никаких трещин. Посмотрите, какая красавица, а не котлета. И берешь шампур. И нанизываешь. Держим вот так. И расправляем рукой. И котлетка сама сползает туда, куда надо. Сползает вниз. Кажется, должно получиться хорошо. Следующая котлетка. И точно так же. Расправляем котлетку по шампуру. Важно, чтобы фарш получился пошире, чем шампур. То есть люля у нас получается, ну, такая вот, как бы плоская. В крайнем случае, если фарш не захочет держаться на шампурах, ничего страшного. Вот как раз для этих случаев и придумана проволочная сетка. Положим на проволочную сетку, и ничего не упадет. Надо чувствовать, не липнет ли случайно фарш к руке. Точнее, к перчатке. Если липнет, значит, надо смочить ее холодной водой. И все. Потому что фарш должен в итоге прилипнуть к шампуру, а не к вашим рукам. Понимаете, руку раскрываешь, а фарш тянется следом за ладонью, следом за пальцами. Ну что же это такое? Это плохо, это не очень хорошо. Отличный люля-кебаб. Сам бы ел, но надо же угостить еще и съемочную группу. Но это еще не все. Вот здесь у меня хороший кусок масла. А вот здесь у меня лимонный сок. Лимон ташкентский, очень вкусный, очень сладкий. Я думаю, что он не помешает никак. Сок и сливочное масло. Но это еще не все. Это еще не все. Я вам сегодня говорил несколько раз о том, что бывают разные масала. В частности, бывает тандури масала. Вот такого красного цвета. Мы их сейчас все вместе смешаем со сливочным маслом. И дадим разогреться сливочному маслу, растаять сливочному маслу и смешать с тандури. Понимаете, для чего, да? Понимаете, для чего у меня здесь лежит вот эта кисточка? Мы будем смазывать люля-кебаб сливочным маслом и лимонным соком. Правда, в Индии не говорят люля-кебаб. Люля-кебаб — это исключительно тюркское название. А в Индии говорят сих-кебаб. Словом сих обозначает шомпол, то есть кебаб на шомполе. О, какая знатная краска получилась. Пусть вот здесь, на краю мангала и стоит. Ну а я на мангал укладываю сетки. Не стану рисковать. В приготовлении что люля-кебаба, что какого угодно другого шашлыка на сетках тоже есть свои секреты. И я постараюсь вам их сейчас раскрыть. Во-первых, сеточкам надо дать нагреться. Секунд хотя бы 15-20. И вы знаете, да, что горячему казану, вообще к любому другому горячему металлу, что мясо, что фарш поначалу прилипает. Вот и пусть прилипнет. Пусть прилипнет и постоит. Постоит хотя бы несколько минут для того, чтобы присохло. Для того, чтобы фарш нагрелся от сетки и буквально высох в этом месте. Вот когда он высохнет, его клейкие свойства пропадут. И тогда люля-кебаб очень легко перевернется. Сейчас люля-кебаб держится за счет липких свойств самого фарша. В частности, вот эта липкая шкура довольно-таки удерживает его. Курдючный жир все равно бы удерживал этот фарш лучше. Ну а потом должен схватиться белок. Белок, который содержится внутри фарша. Ну что, смажем? Смажем котлетки? Когда мы конструировали вот этот мангал, мы рассчитывали на то, что его размеры соответствуют ресторанным стандартам. Вот это ресторанная типичная гастроемкость, которую можно просто сейчас взять и накрыть мангал. Накрыть для чего? Для того, чтобы люля-кебаб схватился, пропекся не только снизу, но еще и сверху. Вот этих отверстий слева и справа вполне достаточно для того, чтобы к углю прошел воздух. Видите, какой дым поднимается? Кстати говоря, этот дым ведь обрабатывает сейчас и сам люля-кебаб. А ну-ка,
Ну-ка посмотрим, как он у нас получается. Я сейчас его приподниму и проверю. Нет, ребята, нет. Надо делать либо сухие куриные люля-кебаб, либо надо поступать так, как делают в Азербайджане, то есть с курдюком. И все будет отлично. А вот эти фокусы, вот эти извороты... Нет, мне это не нравится. Я этого вам не советую, хорошо? Ну, каждый человек имеет право на определенный процент неудач. Будем считать, что как раз у меня сегодня этот процент и случился. Впрочем, нет, а что я жалуюсь? Нормально держится, вот нормально перекладывается. Это я все-таки перестраховался. Изрядно перестраховался. Осталось, знаете что? Осталось смазать люля-кебаб вот этой волшебной красной смесью. Эх, да все хорошо, все получается. А вот теперь посмотрите. Красота ведь. Ну, чуть-чуть прихватилось, и все нормально. Все переворачивается. Даже вот этот, который собирался было совсем уж развалиться. Ничего, пусть постоит еще пожарится. А потом его смажем немножко. Вот этой нашей волшебной красной тандури масала. И еще раз перевернем. Необходимо, чтобы тандури масала тоже прожарилась. Понимаете, чтобы она образовала такую красную корочку. Чтобы внутри шашлык был вот, вы видели, да, немножко желтеньким, а снаружи красненьким. Это будет не просто красиво, это будет еще и вкусно. Ну что сказать, друзья, это было непросто, но тем не менее я справился. Справился я, справитесь и вы. Теперь как бы вот снять этот люля-кебаб, чтобы не нарушить его красивую форму. У многих именно в этот момент случается фиаско. Так вот, постучите острием шампура, а? И, пожалуйста, люля-кебаб сам слезает туда, куда надо. Укладывайте люля-кебаб из курятины на рис. Вместе с рисом это будет очень вкусно. Пахнет очень вкусно. Я не знаю, как пахнет в Индии. Я не был в Индии ни разу. Я все об индийской кухне знаю в основном из контакта с индийцами в Дубае и из посещений индийских ресторанов в Дубае. Индийские рестораны в Дубае, по крайней мере, в те годы, когда я там бывал очень часто, были просто поразительными. Вот у нас пахнет точно так же. Эх, еще бы луку на гриле, каких-то овощей, а в конце обеда черный чай с мятой. И рядом в прикуску кусочки сахара на вата, кристаллический сахар, и вместе с ним анис, кардамон, что-то такое невероятно вкусное. Все это кладешь под язык, выходишь из ресторана, а человек, похожий на премьер-министра какого-то островного государства, говорит: большое спасибо, сэр, приходите еще на наш канал. Сыры и сырухи, перы и перухи. Приятного вам аппетита! Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят: дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал».
Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.